Здравствуйте, меня зовут Марченко Максим, и я отвечаю за исследование пользовательского опыта в компании Банкиру. Исследования мы проводим примерно с 2016 года. Первые исследования проводили с привлечением внешних подрядчиков, но постепенно начали наращивать свою экспертизу в этом вопросе и стали проводить исследования самостоятельно. Рекрутинг первых респондентов мы пытались провести полностью своими силами, но стало понятно, что у нас на это уходит очень много времени, и при этом результаты не слишком нас радовали. Поэтому мы стали искать партнера, который бы мог закрыть для нас это направление. Изучив опыт коллег в других компаниях, мы сделали список компаний, которые, в принципе, могли нам бы помочь. В каждой из компаний мы сделали несколько тестовых заданий, по результатам которых стало понятно, что компания EDC – это та компания, которая подходит нам более остальных. Какие плюсы для себя мы здесь увидели? Прежде всего, это скорость подбора. Для нас очень важно тестировать какие-то гипотезы достаточно оперативно. И бывают такие ситуации, что нам нужно в течение недели понять, действительно ли та или иная вещь не работает. И в компании DC мы можем условно заказать рекрутинг в понедельник, а в среду уже начать тестирование. Для нас это большой неоспоримый плюс. Второе – это стоимость. У нас формируется бюджет на исследование, и мне важно очень понимать, сколько исследований мы можем провести, исходя из этого бюджета. И в некоторых компаниях мы сталкивались с такой ситуацией, что для определенной выборки, при определенных требованиях, бюджет на рекрутинг увеличивается в 2 раза. Безусловно, мы допускаем какое-то увеличение бюджета, если выборка действительно сложная, но если это увеличение очень значимое, для нас это неприемлемо. В компании DC мы как раз можем планировать бюджет, потому что знаем, что стоимость будет входить в определенный диапазон. Следующий неоспоримый плюс – это ведение процесса. Нередко бывают случаи, когда респондент передумывает в последний момент участвовать, либо у него, например, если это удаленное тестирование, просто недостаточно качественный сигнал интернета, либо недостаточно качественное устройство. Большой плюс ADC в том, что они проводят предварительную проверку таких моментов и дополнительное подтверждение участия в исследовании. Условно, если респондент отвалился в последние 2 часа, то нам успевают достаточно оперативно подобрать замену, и тот слот, который мы забронировали, не остается пустым. Ни исследователь, ни менеджер продукта, ни еще кто-либо, кто запланировал участие в исследовании, не тратит свое время зря. Ну и, конечно, один из самых главных плюсов – это качество респондентов. У нас практически не было таких ситуаций, что респондент не соответствовал той заявке на рекрутинг, которую мы оставляли. И при этом, если у представителей EDC есть сомнения в том, что этот респондент к нам действительно подходит, они проводят с ним дополнительное интервью, либо консультируются с нами по этому вопросу. Если же такая ситуация возникает, например, респондент как-то ухитрился обмануть, то и мы это выявили уже на этапе исследования, то, как правило, у нас не бывает проблем с заменой, причем это происходит без увеличения бюджета. Поэтому, в принципе, за те годы сотрудничества с компанией DC мы довольно, так скажем, назовем это сотрудничество довольно плодотворным, и мы им полностью довольны. Более того, пока, наверное, нет компании, которая нам могла бы предоставить эти услуги более качественно и лучше. При этом с компанией DC у нас были довольно сложные проекты. Это, например, рекрутинг вкладчиков, либо бизнесменов. Мало того, что если вы с таким заказом обратитесь в часть агентства, они вам в принципе откажут, но еще и то, что подбор будет сделан качественно, на это в принципе можно не рассчитывать. В компании DC как раз мы такие исследования закрываем без увеличения его по срокам, то есть в принципе в те же сроки, и при этом респонденты соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем.